Стерильный утренний свет разливался по больничным коридорам, словно неуверенное обещание. В палате 217 веки. Эмили дрогнули и открылись после 5-летней комы. Чудо, которое попало в заголовки газет и вселило надежду в сердца ее врачей и семьи. И все же, когда в палате послышались облегченные возгласы больничного персонала, что-то в глазах Эмили выдало мрачную правду. Доктор Стивенс, опытный врач, известный своим спокойствием в трудную минуту, наклонился ближе. «Эмили, ты меня слышишь?» Он прошептал. Дрожащим усилием она выдавила из себя одну единственную хриплую фразу. «Он здесь. Он всегда здесь». Едва слышные слова, казалось, отбрасывали длинную тень на комнату. Ее глаза, расширенные от ужаса, шарили по потолку, как будто она ожидала увидеть привидение. Медсестра, стоявшая рядом, ахнула, и через несколько мгновений облегчение сменилось тихим ужасом. Родители Эмили бросились к ней. Мать крепко обняла ее, по ее лицу текли слезы, а отец сжал ее руку со смесью радости и опасения. «Эмили, милая, ты проснулась», — прошептала мать. Но радость была недолгой. Во время этого нежного воссоединения голос Эмили, хрупкий и дрожащий, повторил: «Это был мужчина. Он приходил ко мне, пока я спала». Когда ее мать спросила, какой мужчина, «Милая», Эмили только покачала головой. Подробности были размыты, как будто их скрывал туман ужаса и обрывочные воспоминания. Новость о загадочных замечаниях Эмили быстро распространилась. Администрация больницы усилила меры безопасности, и каждый посетитель подвергся тщательному осмотру. Коридоры наполнились слухами. Была ли эта фигура реальной или просто галлюцинацией, порожденной поврежденным разумом? Поскольку меры безопасности были усилены, родители Эмили решили, что ей не следует оставаться одной в месте, которое теперь казалось населенным призраками. Они договорились отвезти ее домой, надеясь, что знакомая обстановка поможет ей избавиться от растущего беспокойства. Дома, в окружении семейных фотографий и сувениров, которые когда-то были для Эмили утешением, она чувствовала себя не в своей тарелке. Некоторые комнаты, особенно кабинет отца и ее старая спальня, вызывали у нее необъяснимый страх. «Мне не нравится эта комната», — шептала она, нервно озираясь по сторонам. Тихие заверения ее матери, что здесь ты в безопасности, были услышаны ею, слишком измученной страхом, чтобы по-настоящему поверить. В ту первую ночь после возвращения домой тишину нарушили странные звуки, эхом разносившиеся по коридорам. «Ты это слышала?» Тихо спросил ее отец, сжимая в руках бейсбольную биту, чтобы успокоиться. Эмили кивнула, в ее широко раскрытых глазах отражался неподдельный ужас. Ее, даже когда полиция позже подтвердила, что следов взлома не было, тревожные звуки оставили неизгладимый след страха в семье. Шли ночи, и сон Эмили превратился в поле битвы ярких кошмаров. В ее снах ее преследовал неясный зловещий образ мужчины, чьи тихие, жутковатые колыбельные песни наполняли темноту. «Почему он не оставит меня в покое?» Она кричала, и ее мольбы эхом отдавались в безмолвной пустоте ее разума. Кошмары были настолько реальными, что каждое утро Эмили просыпалась вся в поту и дрожала от остаточного страха. Отчаянно нуждаясь в ответах, ее родители обратились за помощью к доктору Мартинесу, детскому психологу, специализирующемуся на травмах и восстановлении памяти. На их сеансах Эмили начала делиться фрагментарными воспоминаниями об этом человеке, о вспышке характерного кольца, бормотании колыбельной и о присутствии, которое, казалось, преследовало ее даже во сне. Доктор Мартинес отметил каждую деталь, особенно необычное кольцо, которое могло бы послужить реальным ключом к разгадке тайны. Одновременно детектив Харрис из местной полиции начал самостоятельное расследование. Соседи смутно помнили, что видели таинственного мужчину,
возле больницы во время комы Эмили, после травмы, но воспоминания были неуловимы как дым. Каждая мелочь, упоминание медсестрой необычного посетителя, мимолетное замечание охранника были тщательно запротоколированы. Детектив Харрис был полон решимости проследить каждую ниточку, убежденный, что истина скрыта на стыке прошлого и настоящего. Расследование вскоре выявило тревожные намеки на то, что призрак, преследующий Эмили, был связан с более глубокой семейной тайной. Изучая старые записи и повторно опрашивая персонал больницы, детектив Харрис обнаружил связь со старой трагедией, несчастным случаем со смертельным исходом, который унес жизнь сестры-близнеца Эмили, когда они были младенцами. Тайна, долго хранимая ее родителями в попытке оградить Эмили от горя, теперь пробивалась наружу. На одном из сеансов Эмили, полная слез, наконец призналась. Я слышала, как он говорил о моем близнеце. Она погибла в результате несчастного случая, и это было тайной. Это открытие вызвало шок в семье, когда ее родители обменялись взглядами, полными глубокого сожаления и невысказанной вины. Полной решимости раскрыть правду о таинственном кольце, детектив Харрис расширил свое расследование. Расследование привело его к бывшему коллеге отца Эмили, человеку, который затаил давнюю обиду после неудачной сделки. Оказалось, что этот озлобленный человек превратил свое негодование в извращенную навязчивую идею, используя мучительную тайну смерти близнецов как средство мучить Эмили. В центре внимания расследования оказалось кольцо, которое, как теперь было подтверждено, связано с этим человеком. В этой суматохе отец Эмили все больше отдалялся от нее. Его ночные телефонные звонки, тайные поездки в свой кабинет и скрытное поведение еще больше выбивали семью из колеи. «Почему ты отгораживаешься от меня?» — тихо спрашивала Эмили глубокой ночью, и в ее голосе слышались нотки предательства и страха. Однажды ненастным вечером напряжение в семье достигло своего пика, когда между ее родителями разгорелся ожесточенный спор. Увидев спрятанные письма и фотографии, обнаруженные в потайном ящике стола, ее мать спросила: «Что ты скрываешь?» Это столкновение, отягощенное старыми обидами и новыми подозрениями, только усугубило страдания семьи. В разгар семейного хаоса детектив Сара, дотошный следователь по этому делу, решила напасть на многообещающий след. Она вспомнила упоминание о старом семейном домике, описанное в одном из писем, найденных в потайном ящике. Вместе с матерью Эмили она отправилась в отдаленную хижину, расположенную в густом лесу. Само путешествие было наполнено дурными предчувствиями. Извилистые, усыпанные листьями дорожки и шепчущие деревья, казалось, отражали мрачные тайны, которые они надеялись раскрыть. Хижина, потрепанная временем и природой, больше походила на мавзолей забытых воспоминаний, чем на убежище. Изменить. Внутри они обнаружили следы недавнего пребывания людей. Наполовину сгоревшая свеча, брошенная обертка от еды и, что самое важное, маленькая коробочка с кольцом, идентичным тому, которое описывала Эмили. Рядом с кольцом лежал комплект старой одежды и потрепанный сборник колыбельных песен. В рукописных заметках в книге рассказывалось о днях, наполненных наблюдением и одержимостью каждым шагом семьи. Одна из записей гласила: «Наблюдатель видит все — предательство, потерю и тайну, которая их связывает». Это открытие подтвердило обрывочные воспоминания Эмили и намекнуло на преднамеренную кампанию психологических мучений. Прежде чем мать Сары и Эмили смогла полностью осознать пугающие факты, отдаленный шум, шарканье в темноте предупредили их, что они, возможно, не одни. Они поспешно собрали все, что могли, и вернулись к машине. Гнетущая тишина леса только усиливала их нетерпение. В полицейском участке детектив Харрис тщательно изучил новые улики. Его глаза сузились, когда он подтвердил связь кольца с мстительным бывшим коллегой отца Эмили. Это кольцо
больше, чем просто украшение», — пробормотал он. «Это символ вендетты, которая длится уже десятилетия. Дома в семье царило постоянное напряжение. Кошмары Эмили становились все более яркими, а часы бодрствования были наполнены постоянным страхом. Каждый скрип, каждое дуновение ветра заставляли ее нервничать. Стремясь защитить ее, полиция усилила наблюдение за домом. Камеры были установлены в каждом углу, и сотрудники полиции вели себя осмотрительно. Тем не менее, сами меры, направленные на обеспечение безопасности, служили лишь напоминанием Эмили и ее семье о вездесущей опасности, скрывающейся за пределами их поля зрения. Затем, ночью, когда дождь барабанил в окна, как зловещий барабан, ловушка, наконец, сработала. Едва уловимое движение у задней двери вызвало тревогу. Через несколько мгновений полицейские оцепили территорию, и была задержана темная фигура. Мужчина, который сжимал кольцо так, словно это был ключ к его темной миссии. Арест принес временное облегчение. Однако непроницаемое молчание этого человека во время допроса усугубило тайну. Детектив Харрис настаивал на ответах, но все, что он мог предложить, это холодный, непроницаемый взгляд. В последующие дни, когда семья пыталась переварить каскад откровений, воспоминания Эмили начали всплывать на поверхность с болезненной ясностью. Тихим, дрожащим голосом она рассказала о последнем кусочке головоломки. «Я все слышала, находясь в коме. Я слышала, как он говорил с папой о моей сестре-близнеце, о том, как она умерла, и о том, что это было секретом от меня. Признание стало для меня сокрушительным ударом. Отец Эмили с посеревшим от сожаления лицом тихо признал: «Я был неправ. Я должен был защитить тебя от этой боли». Его голос был тяжелым от бремени вины и печали, бремени, которое преследовало его с того трагического дня. В последующие дни семья искала утешения в терапии и друг в друге. Доктор Мартинес продолжал свои занятия с Эмили, мягко ведя ее по лабиринту травм и фрагментарных воспоминаний. «Исцеление — долгий путь», — заверил он ее, — «но вы не одиноки». Мать Эмили, хотя и была убита горем из-за долго скрываемой тайны, поклялась перестроить их жизнь на основе правды. «Мы есть друг у друга», — твердо заявила она, «и вместе мы найдем выход из этой тьмы». Пока детектив Харрис и его команда работали над тем, чтобы раскрыть весь масштаб мстительного заговора, семья начала понемногу возвращаться к нормальной жизни. Каждый день в обстановке повышенной безопасности и сохраняющихся воспоминаний они узнавали, что даже в самых глубоких мраках свет истины и любви может привести их к исцелению.